Итак, ребят, всем привет! Карл III продолжает нас не радовать своими очередными выкрутасами. Мало того, что у них там вот эти все прекрасные вещи с раком происходят. Кстати, кто читает мой телеграм-канал, вы, наверное, в курсе того, что там даже на уровне правительства соглашение подписано некое с Биотech о том, что в Лондоне будут официально, то есть в Англии на людях чуть ли не эксперименты ставить с вот этим новым ширевом от рака. Даже после того, как я скинула эту новость в Телеграм, мне выслали очень интересную статью, как раз-таки на английском, и там очень в красках таких прекрасных описывается о том, что ура-ура, значит, крупное соглашение о проведении новых испытаний, как раз ширева от рака будет в Англии, и что вот новые инновационные вот эти методы будут там проводиться, все это подписано правительством, очень крупное какое-то масштабное соглашение с Biotech. Ну, понимаем, да, уже всю эту систему. В принципе, далее, что произошло, мы тоже знаем, поэтому все это подтвердилось. То, что я видела на тонком, все это есть. Правительство Англии подписало долгосрочное соглашение о партнерстве с немецкой компанией Biotech, которая как раз-таки ранее вместе с Pfizer разработала ведущую в мире вот эту вот ерунду, которая погубила очень много жизней. И, конечно же, это все так красиво там описывают, но не суть, да, не успели мы отойти от этого, как Карл выдал новый перл и представил свой первый официальный портрет. Первое, что ты испытываешь, глядя на это просто вот примерно что это? Что это за ужас? И этим вопросом задалось, к счастью, очень много людей в сети. Наконец-то то ли у людей мозги начали соображать, то ли уж, откровенно вот такое люди просто, не могут уже съесть, им надо это чем-то запить, потому что, это уже откровенно, уже все, вообще никто нигде не скрывается. Просто посмотрите на это. Там, кроме лица его, больше ничего не видно. Люди пишут о том, что он купается в крови, он отъехал, что не так с этим портретом, что художник явно ненавидит Карла, что это вообще какой-то садизм, что не так с этим человеком и что не так с этим портретом, кто вообще вот это написал. Самое интересное, что как его изобразили, тоже смотрите, что на полотне король Великобритании стоит в форме Валлийской гвардии, звание полковника, которое он получил в 1975 году. Стоит, эта форма практически сливается просто с цветом вот этого красного, непонятно чего. И что самое символичное в этом во всем, даже не вот это кровище, размазанное по этому портрету, а прекраснейшая бабочка-монарх, которая летит мимо этого чудесного Карла. И первое, что, наверное, многим пришло в голову, это программа МК Ультра, да. Я хотела обсудить этот портрет, во-первых, потому что это вопиюще, это уже, наверное, я не знаю, может быть, кто-то там оставался, у кого еще глаза были широко закрыты, но вот уже вот это, это уже откровенно сказать, я поклоняюсь рогатому существу, да, вот это откровенно уже, я не знаю, дальше уже как бы, что еще ярче нам может об этом сказать, чем вот такие подобные портреты официальные, которые представитель этот выставляет в мир. Более того, именно вот эта бабочка, у нее очень-очень интересный момент. Мало того, что бабочка-монарх, а это именно она, обладает очень такими свойствами,
которые обычным бабочкам не снились. Например, она может жить от 2 недель до 8 месяцев, в зависимости от того, как она родилась, да, когда, условно, когда там она яйца отклала, когда звезды сошлись. Она может преодолевать огромнейшие расстояния по 200 километров там и более, да, они вообще живут в Северной Америке, по-моему, они перелетают даже в Англии, то есть там в Европу могут перелететь, то есть это такие удивительные создания, способные перелетать огромные расстояния. Потом эта же бабочка, вот вы просто представьте, у нее есть собственный праздник. То есть эта бабочка для масонов очень сильно важна. Она несет сакральные смыслы. Бабочка для них это не только символ МК Ультра, это также символ некой трансформации, когда из червяка он становится бабочкой, да, сама вот эта вот бабочка плюсом представляет собой как душа, то есть вообще типа во многих религиях и прочее бабочка означает душу. Монарх же это бабочка, которая отличается от всех. Более того, эта же бабочка, насколько вот вы должны понять, насколько ее любят вот эти масоны все, да, она не только имеет собственный праздник, но она признана национальным символом Америки, национальным символом, национальным таким насекомым, которое очень сильно почитается. Но давайте вернемся к портрету самого Карла, потому что там, опять же, помимо вот этих вот раскрасок, всего, там куча знаков, опять же, во-первых, кроме этой бабочки. Это первый знак, да. Второй знак, это опять же наши любимые 3 шестерки, которые у него присутствуют на медалях и орденах. То есть там уже люди насчитали, что 6 вот этих вот у него внизу в рядочке 6 медалек, тут 6 медалек и тут 6 медалек в рядочке. То есть 6, 6, 6. Число очень всем знакомое, да, то, что они прям очень сильно любят. То есть как еще ярче рассказать, кому он служит, ну вот, уж не знаю, он, по-моему, всем уже рассказал. Я попыталась сейчас настроиться на то, что идет от картины от этой, и там на самом деле очень мерзкие с тонкого плана идут энергии, то есть я конкретно задавала вопрос именно таким образом, что в честь чего этот портрет вообще написан, то есть что этот портрет хочет нам сказать, в честь чего этот портрет был написан, символом чего он является. И реально идет такое, вот попытаюсь как-то через фильтры, если честно, посмотреть, потому что там вообще там такой ужас. Вот такое ощущение, что эта картина опять вот продолжение. Я вижу вот эту лошадь в крови, которая бежит по Англии. Такое ощущение, что над Карлом делали какой-то ритуал. Он прошел какое-то помазание. И это помазание какое-то, ну, тайное крещение мне идет вот так вот. Слово тайное крещение, то есть какое-то помазание. Голова, как одели корону, но это корона образ. То есть как будто вот голова и что-то по голове как размазывают, знаете, вот как волосы втирают или вот что-то вот как будто берут и вот это не вода, я не знаю, что это, даже смотреть не хочу. Вот как будто берут вот это вот так вот рукой и, короче, его прям вот сверху вот как вот рукой прям мажут этим. Он стоит, преклонив колено, вокруг темно. То есть там какое-то помещение такое, знаете, может быть, даже старого, какое-то старое, как будто вот из камня даже выложены стены, то ли как подвал какой-то часовни, то ли что-то непонятное. Нет, это в Букингемском дворце. Это Букингемский дворец. Только там какие-то тайные есть, как ходы или тайные какие-то тайные подземелья, вот так вот идет. То есть это какие-то тайные подземелья вот этого Букингемского дворца. Он там. Какой-то священник, и у него рога. Но это опять же образ, да, то есть это вот может с религией вот этой темной их связано. Чертом помазанный. И вот как будто он будет вот этому вот рогатому священнику служить. То есть как будто он поклялся, вот он как будто клятву дает, он стоит на колене,
одно колено преклонил, и он ему дает клятву верности, вот этот Карл. Ну, типа вот вечно королем во славу там. Вот это я точно смотреть не хочу. Что-то очень светлое в светлом одеянии, вот даже в светлой простыне что-то приносит. Что как свет, какой-то часть света. Не хочу дальше смотреть, что это, и не хочу дальше смотреть, что с этим будет. Какие-то клятвы он приносит, клятвы, что-то там клятвы, что-то сделать, что он клянется что-то сделать. Ну вот это вот опять же клятва какая-то, вот она как будто вот, ну типа вот клятва что-то вот губительское, то есть типа вот как будто он клянется, ну вот погубить людей, да, губить вот типа ну как убивать, ну вот как мор, да, какой-то еще что-то вот, как будто вот он клянется что-то вот какие-то чужие вот планы реализовывать, то есть он клянется как будто вот реализовать что-то, вот такое ощущение, вот как будто стать одним из вестников апокалипсиса или что-то такое, вот, что вот он клянется. Когда же, знаете, такое ощущение стать одним из всадников. А кто на белом коне вообще был? Вот опять белый конь идет, вот этот белый конь, вот эта кровь на белом коне, и вот он как будто вот этот конь ассоциируется с вот этим Карлом, Чарльзом, как будто вот этот конь, он стоит или сидит даже на этом коне. Слушайте, ребят, ну что-то мне не по себе реально, потому что я опять же вижу вот этот хрен рогатый, он просто вот помазание идет, да, он его вот чем-то там, не знаю, мажет там или что, вот, это как будто благословение какое-то, он его благословляет. Тот держит меч, вот он стоит на одном колене, да, вот как рыцарь какой-то, и он вот это вот, ну, не знаю, кавалерийская какая-то вот это вот его одежда, он меч такой держит, да, и вот этот хрен рогатый, он как будто его вот благословляет на что-то и одевает ему корону на голову. То есть это как венец какой-то, но это не королевская вот эта корона Карла, да, самого, а какая-то другая корона. Я не могу, мне прям что-то не по себе очень сильно. Это какая-то вот другая корона. Он его коронует, что-то корону какую-то одевает, и тот клянется, он клятвы приносит. Клятвы вот что-то вот погубить человечество, да, что-то такое. Слушайте, а на белом коне, вот я сейчас не полезу, честно, в интернет, на белом коне не чума ли была? Кто апокалипсис помнит? Какие там? Я вот помню, что рыжий конь это вроде война была. На белом коне кто был? Потому что мне очень сильно, вот прям вот я не могу, всадник апокалипсиса и вот этот Карл, вот прям знак равно. Вот прям вот одни и те же энергии идут. У меня уже у самой, типа, ну, так, наверное, не бывает, да, или что-то такое, но это ни хрена не фантазия, то есть это вот оно прям идет сейчас такое, то есть он как будто вот мор, чума, да, что-то такое. И я сейчас уже думаю, мы с вами начали как раз-таки за то, что он вот это вот рак, да, вот это вот все, что он там пропагандирует вот это ширево новое с биотеч, то есть, скорее всего, они его будут распространять, он будет курировать, он уже это курирует, то есть он уже курирует это через себя, через эту Кейт Миддлтон, то есть они будут курировать это на весь мир. И вот какой-то там хрен есть рогатый, которому он служит. Этот хрен рогатый, он вот как-то с Ватиканом связан тоже. То есть вот он больше, вот этот Карл у него на побегушках. Ну вот прям попытаюсь сейчас как-то все в кучу собрать, потому что мне сейчас, ну вот не очень хорошо, честно, от всего, что я вижу. И вот такое ощущение, что вот эта картина, это как вот что-то показательное. То есть как будто они вот ничего не скрывали, ритуал этот весь полностью показали. И вот, возможно, эта бабочка, которая там нарисована, это как раз-таки вот этот монарх, да, то есть это программа вот эта МК Ультра, возможно, да, а вот этот вот Карл, который весь в кровище купается, то есть он, видимо, в людской кровище купается, в чьей же кровище ему еще купаться, то есть и он с таким лицом, знаете, у него такое лицо, вот мне оно не нравилось, то есть оно не улыбающееся, знаете, вот
Типа он показан такой, знаете, старичок милый, но нет. Если посмотреть на это лицо, то это какая-то такая недобрая ухмылка, то есть вот это не улыбка, это какая-то недобрая ухмылка, как будто он что-то затеял, как будто он что-то замышляет. И вот этот вот момент кровища, вот этой бабочки, то есть, скорее всего, будут обрабатывать сознание людей опять, вот это МК Ультра, да, это опять же вот то, про что я постоянно вам говорю, что обработка сознания идет людей через СМИ, через все вот это вот, будут обрабатывать мозг, и будет он косить просто, брать косу и косить, наверное, людей, вот, огнем и мечом. Но здесь конкретно вот конь белый идет, других нет. Ну вот этот конь белый, ему дали вот корону, опять же идет корона, корону ему дали какую-то, я не знаю. Простите, дальше смотреть не буду, но вот то, что мне идет, вот как есть. В общем, не знаю, кто что в курсе, может быть, у кого-то есть какие-то соображения на этот счет тоже, что, как, в общем, пишите мне в комментариях здесь, может быть, кто-то этот апокалипсис более изучал, может быть, какие-то вы нюансы в этом во всем тоже увидите свои, какие-то у вас будут мысли. Также в Солнечном клубе можете со мной поделиться, какие у вас есть соображения на этот счет. Но мы, как обычно, с вами надо это все отменять, расторгать, не дать ему это сделать. Какого хрена тут уже первый всадник поскакал, что ли? Пускай скачет к своему хозяину туда, в его миры, и там дружно делают все, что угодно, а наш мир им не принадлежит, и делать тут свои вот эти грязные дела нефиг. Так что давайте, ребята, наша задача в этом во всем запустить намерение, чтобы у них ничего не получилось. Что-то правда мне прям не очень по себе. Я не люблю смотреть тайные вот эти все какие-то моменты того, что хотят глобалы, да, их какие-то намерения, их какие-то вот эти задачи, потому что ощущение после этого, ну, честно, и состояние преотвратительнейшее, вот серьезно. У меня на этом все. Всех вас люблю, обнимаю. Пока-пока. Я вам напоминаю, что каждый из вас может поспособствовать тому, чтобы как можно больше людей смогло проснуться и начать сбрасывать все оковы, которые были навязаны им извне. Для этого многого не нужно, всего лишь помочь пробуждающей информации стать более доступной для большинства, чтобы все, кто в ней нуждается, смогли ее увидеть и заметить. Для этого вам достаточно поставить лайк под этим видео и написать комментарий, чтобы оно попало в список рекомендованных и как можно больше людей смогли его увидеть и решить для себя, нуждаются они в данной информации или нет. Но, несомненно, многим это позволит сделать свой выбор, шагнув в сторону пробуждения, где уже дальше все будет зависеть только от них самих.